Всем привет! 40 километров от Праги, как было написано в статье недавней в журнале большой, где был обзор Travel of Time. Вот здесь находится, ничего не находится, здесь находится деревушка, вот там, такая еще сейчас 8 утра спящая деревушка. Заячев называется она. Здесь вот такие вот очень живописные места, которые, наверное, самые внимательные зрители и поклонники колеса времени уже узнали. Именно вот здесь снимались сцены, видимо, подъезда наших главных героев в первом сезоне. По крайней мере, это вошло в трейлер, к путевым вратам. Путевые врата вот где-то здесь были. Очень сложно, конечно, идентифицировать, где конкретно они стояли по нескольким тем секундам, которые вошли в тизер или потом в трейлер сериала. Но, тем не менее, именно здесь, вот здесь узнаются на дальнем фоне вот те леса, если сравнить с фотографиями. Я уверен, что на создание данной версии врат, которая совсем не похожа на то, что описывал Джордан в своих книгах, создатели сериала навеяли известные расколотые балийские ворота Чанди-Бентар. Такие ворота есть на Бали, есть на острове Дьява, в общем, в Индонезии. И считается, что это индуистский или буддийский храм Чанди, рассеченный на две половины. А по еще одной версии, обе стороны расколотых врат представляют балийскую концепцию двойственности и важность поддержания баланса между темными и светлыми силами, что, согласитесь, очень близко к главной идее нашего цикла, а особенно в его интерпретации Джаткинсом, как он недавно признавался в своем интервью. Создается такая атмосфера или впечатление о том, что здесь ничего нет вокруг, да, несмотря на то, что вот сзади здесь деревенька, но на самом деле вот такие вот пустынные поля, и я не нашел здесь никаких следов, конечно же, потому что снималось это более года назад, кроме такой вот кучки камней. Может быть, это символизировало какие-то съемки, но вряд ли. Соответственно, вот здесь поле, ничем не засеяно, просто поля. И я думаю, все вот эти съемки на конях, когда они подъезжают к путям, да, вполне реально можно было бы здесь снять, можно было покататься, кроме такого очень сильного ветра. Здесь никто не мешает, ничего не мешает. И где-то здесь, и где-то здесь, я еще пока не нашел, была та самая деревня Эммондофлуг, где происходит событие первой серии, первой книги, родина наших основных героев. Ну, в общем, пока я окончательно не замерз, я, наверное, поеду искать ее дальше.
Сегодня я в городе Енджихов-Градец. И здесь сегодня снимается второй сезон. Какие-то сцены из сериала «Колесо времени». Там вот все закрыто. Вообще городок очень красивый. Но, конечно, на территорию замка никого не пускают. Снимают и в интерьерах, и в экстерьерах. То есть там предупреждали на сайте, что будут снимать и в парке. В парке, который обычно при замке есть парк. Поэтому вот где-то там, вот за этими белыми стенами, площадка, я видел там кейтеринг, то есть там стоят, немножко видно эти вот вагончики с едой. Выискивал глазами через решетку там каких-то знакомых лиц, но пока не увидел. Замок этот, первые о нем упоминания известные, 1220, по-моему, год, то есть 13 век. Это целый комплекс такой замковый, 5-й по популярности замок в Чехии. И очень древний, да, он какое-то время достраивался, но насколько понятно мне сейчас, что он не был никогда разрушен, то есть он только восстанавливался и очень древний, на самом деле это видно вот по той башне, и был построен на месте славянского городища, еще, которое было до этого, до 13 века. На самом деле там много что есть снимать, и вот сейчас вот там видно вот эти вот осветительные вышки, которые снаружи, которые я показывал, они направлены на окна так называемого Адамового дома или Адамового строения. Вот именно в нем проходят внутренние съемки, но очевидно, я вот видел на той башне, там средневековой, и на горгулях, вот там в белом по центру, очевидно, что и там стоят осветительные какие-то приборы, которые светят во двор, поэтому если я не ошибаюсь, если это не такие какие-то стандартные лампы для освещения просто двора, которые работают и в течение работы замка, то, возможно, снимают и во дворе. Но вообще, конечно, здесь вид просто волшебный. Я как-то совсем упустил этот город, этот замковый комплекс. За годы жизни своей в Чехии ни разу не был. Поэтому обязательно приеду, когда он откроется, чтобы побродить внутри, сходить на экскурсии. Там есть несколько кругов, по которым водят туристов, рассказывают. Будет очень интересно посмотреть даже вне темы колеса времени, да, просто чисто исторически. Там очевидно ведется съемка. Как видно, что эти 3 окна осветительными вышками вот сейчас лампами освещаются, и вот эти 3 окна там переделаны рамы, сделаны там, видно, там сделана какая-то мозаика специально, то есть наверняка вот такая мозаика квадратиками какими-то, там что-то будет. Вот как видно на фотографиях, они вытащили рамы, то есть старые рамы, которые там были изначально на 3-м этаже, вот в 3 окнах, и вместо них поставили новые, и на эти рамы изнутри поставили витражи, то есть витражи в виде каких-то квадратиков. Как они изменили внутренние интерьеры, вот видно сейчас на фотографиях, как это выглядит именно вот на этом этаже, именно в этом здании, которое называется Адамово строение. Сейчас, да, то есть, вернее, обычно выглядит это вот так, но как они изменили это внутри, неизвестно, потому что целый месяц шли приготовления, а съемки всего неделю. То есть можно представить, что изменения были кардинальные, и интересно, узнаем ли мы это здание во 2-м сезоне. На самом деле, конечно же, очень интересно, что же за съемки в таком средневековом замке там происходят, и о каком
месте, о какой локации идет речь во втором сезоне. Интересно, какую серию снимают, какую часть, там, начало второго сезона или окончание. Понятно, что это снимается все не в хронологическом порядке, а могут снимать и финал сезона, и середину или вторую часть. И, конечно же, если у вас есть какие-то идеи, обязательно напишите их в комментариях, что там может сниматься. То есть, мы, наверное, если судить по информации о первом сезоне, это было первая, может быть, часть второй и третьей книги, может быть, даже часть четвертой, да. Интересно, что будет во втором. Ну, по логике, наверное, где-то там вторая, третья, пятая, может быть, шестая книга. И на самом деле в пятой и в шестой книге с открытием перемещения там и главные герои, ну, прежде всего Рандал Тор, да, они перемещались между Тиром, Кеймлином, Кориеном и другими городами. Что касается там женской половины главных героев, там, Гвейн, Найниф, нет, Найниф, скорее, и Элейн, они тоже путешествовали достаточно много. Там в шестой книге Абудар, да, в пятой книге у них был Танчика, если не ошибаюсь. То есть там, где, ну, в общем, много городов, почти все города, наверное, которые охвачены, которые есть на карте, поэтому интересно, что же будет в этом замке. Что касается непосредственно съемок, там, конечно, все входы в этот замок закрыты. Ну, в смысле, стоят на них, на всех входах охранники, никого не пускают. И постоянно туда приезжают шаттлы, микроавтобусы, в которых написано Shuttle Wheel of Time, да, и, ну, маленькие такие таблички. И привозят каких-то людей, которые связаны с процессом съемок. Очень много, постоянное движение, и, ну, виден масштаб даже поэтому, как это организована логистика, потому что город находится в полутора, даже, наверное, в 2 часах езды от Праги. Я думаю, все организовано по высшему разряду. Надеюсь, и бюджет на саму визуальную картинку не хуже, чем вот организация всего этого процесса, который находится, который непосредственно не связан с съемкой. You ready? No. Me either.